Начали искать на рамках. Мы не заметили сразу матки. Господи! Тетя Галя! Вы чего, там за грибами? У нас гости. Лисички. Так, пошли, значит, у нас уже лисички вовсю можно собирать. Ну все. Все, сфотографировал вас. Ой, все. Передавать привет кому-нибудь. Ну что, а кому привет-то? Грибникам нижегородским. Я сначала не поняла, такой треск, как будто прям кто-то идет. Я смотрю, никого не вижу, а все равно такой треск. Вот так вот бывает. Снимаем спокойно. Да. Друзья, всем привет! У нас середина июля, Нижегородская область. В прошлом ролике мы рассказывали про рой, который мы поймали, и он оказался без матки. Обалдеть. Видишь, гроздями висят, они не вышли, что ли, из роевого или что? Странное чудо к нам залетело. Яичек нет? Вроде нет. После того, как мы подставляли контрольную рамку, пчелы потянули маточники. И у нас стал выбор: либо оставлять все как есть, ждать, пока выйдет молодая матка, облетается, начнет сеять, либо подсадить этой семье плодную матку. Может, здесь не плодная матка или что? Почему нет засева? Немного подумав, мы решили, что все-таки мы будем подсаживать матку, чтобы не терять драгоценное время. В интернете мы нашли человека, который продает маток. Съездили туда, при нас он из отводка отловил матку, посадил ее в клеточку. Кстати, матка была не меченая. Как он и сказал, что вы хотели за 500 рублей. Вот. Матку мы привезли на свою пасеку и подсадили ее в наш рой, предварительно убрав эту контрольную рамку и выломав все маточники. Вот. Матку у нас приняли хорошо. Подсадка маток уже не первый раз у нас происходит. В этом году, в июне, мы уже подсаживали маток в основные семьи. 4 матки мы подсаживали. Подсаживали мы их путем изоляции старых маток. То есть мы заизолировали маток, подождали, пока весь расплод запечатается. И в этот безрасплодный период мы убирали старых маток и подсаживали новых. Без казусов у нас опять не обошлось. В одной из семей, в один из дней, когда необходимо было приезжать выламывать большое отделение в этих клеточках, Коля приехал, открыл улей и увидел, что клеточка закрыта, но матки в ней нету. Он 2 раза пересмотрел этот улей, матки так и не обнаружил. Естественно, у нас недоумение и паника. Вечером того же дня мы приехали снова, чтобы попытаться опять отыскать матку. Мы начали смотреть каждую рамку тщательно, вдвоем. Вот. И наше внимание привлек звук, как пищит комар, только намного сильнее. Звук был и глуше. Мы слышали о таком явлении, что когда пчелы не принимают матку, они могут ее облеплять, душить, и она в панике будет от них убегать и пищать. Вот, поэтому мы, ориентируясь на этот звук, пытались отыскать, с какой рамки идет этот звук, и найти матку. На одной из рамок было очень много пчелы, оттуда шло вот это вот пищание. Мы стали расшугивать всех этих пчел, искать матку, и она оказалась в клубке пчел, она от них убегала, они на нее нападали. Вот. Мы поймали эту матку, посадили обратно в эту же клеточку, заполнили канди, эти 2 отделения, и опять повесили клеточку между рамок.
Так, ребят, в общем, развязка ситуации такая. Приехала Инна на помощь. Мы сейчас с ней вместе нашли. Ой, на третьей с краю рамки. Покажи мне, что с ней стало. Слышим мы писк какой-то. Пищит она, как крылышками жужжит так. Нет, она именно пищала. Ну, как пищала, как писк такой, да. В общем, смотрите, что с ней стало. Во-первых, метку у нее подгладали, осталось прям чуть-чуть, вон краски. Да, обглодали метку. Ну, как-то они агрессивненько к ней были настроены. Ой, блин, да. В общем, щас потрепали ее. Прямо сейчас едем, делаем канди. Так. И А медок-то нельзя положить, что ли? Он вытечет весь. да не есть, залепляем опять в клеточку, чтобы она... Ага. Слава тебе, Господи. Нашли мы ее. Нашли. Надо будет закрыть вот эту вот тогда, что ли. Как же ты выбралась-то, ё-моё, а? Как-то вот она выбралась. Вот так вот выбралась, видите, Худенькая она. вот худенькая. В семьях, в которых расплод, один день с закрытым делением. На следующий день маленькое деление открывается. Потом, по мере необходимости, еще открывается. У тебя руки сгоревшие, что ли, я не пойму? Да. То Хватает? на одном огороде, то на втором, то на третьем. Моя-то умница. Теперь мне объясните, а если завтра она опять выйдет? Только будешь ловить, сажать, ловить, сажать. И через 3 дня мы пришли, открыли большое отделение, и на следующий день уже матка бегала в улье, и пчелы ее вроде как приняли. То есть агрессивно они на нее не реагировали. Положительная эмоция. Друзья, посмотрите. Первая наша радость. Первая матку, которую приняли у нас. Покомментируй красивыми словами радости. Ну тоже не скажу, что она прям уже мощная такая, да? Тоже худенькая. Ну, откормит ее, наверное, да? Откормят. Так, а куда она сейчас исчезла? Ну она вот где-то между нижним бруском. Где-то там. Вот она, вот она, вот она. Ладно, все, красавица, работай, мы тебе не мешаем. Ну, а на данный момент с этими семьями все хорошо. Матки сеют, развитие семей полным ходом. Вот, но да, еще один фейл в другой семье. Мы, когда решили отламывать большое отделение, мы увидели, что там канди уже совсем нету. Пчелы строят на этой клеточке соты уже. Мы решили, что раз канди нету, матка у нас может от голода умереть, и решили выпустить ее так. Мы открыли клеточку и пустили матку на рамку. Так как пчелы сразу набросились на нее и начали атаковать, мы хотели ее закрыть обратно в эту коробочку, но тут случилось то, что мы вообще не ожидали. Она у нас попыталась взлететь, то есть она замахала крыльями, немножко поднялась в воздух, но она тут же приземлилась. Слава богу, не сработали инстинкты, мы ее не прихлопнули, не поймали ее. Когда она приземлилась, мы ее убрали в эту коробочку, залепили все канди и опустили обратно в улей эту коробочку, ждать времени, когда можно будет открыть это большое отделение. Вот столько у нас было интересных случаев с подсадкой маток. Вот. И поэтому в рое мы уже, можно сказать, подсаживали более натренированными, увидели много разных интересных случаев и не так волновались уже. В принципе, подсадка матки прошла довольно успешно, никаких таких занимательных случаев с этой семьей не было. Матку приняли, через некоторое время она начала сеять. Мы это тоже не сразу увидели, потому что в этом рое у нас стояли темные соты, и мы попросту не увидели однодневный засев, потому что соты были очень темные. Вот. Заметили мы, что расплод есть уже, когда личинки были 3-4-дневные. Но на этом история не заканчивается. На данный момент эта матка 2,5 недели у нас работает. И на данный момент у нас только 2 рамки расплода.
Пчел очень мало осталось в этом рое. Не знаем, с чем это связано, то ли с тем, что летная пчела вернулась на предыдущее место, откуда сняли рой, потому что рой мы сняли недалеко от пасеки, и, возможно, что летная пчела вернулась на место, где была ловушка. На данный момент ситуация такова, что матка в этом рое есть, она сеет, пчелы очень мало, и расплода тоже мало. Не знаю, с чем это связано, то ли с, как это сказать, способностью сеять матки, то ли это из-за того, что так мало пчелы, и они не способны выкормить больше расплода. Ну, в общем, рой остается очень слабеньким. Либо будем сейчас подсиливать его закрытым расплодом, рамками из других семей, либо объединять с каким-нибудь другим роем, либо с какой-нибудь слабенькой семейкой. На данный момент это для нас первый рой, который мы поймали. Можно сказать, что первый блин комом. Дальше будем учитывать свои ошибки и пытаться исправлять ситуацию. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр и всем пока. Здравствуй, Коленька, дорогой. Матку приняли. У нас все хорошо. Скоро будет мед. Готовь банки.